привет. С нашей последней встречи прошло уже 7 месяцев. За это время много чего произошло. Давай, наверное, по порядку. Давай про легенду поговорим. Расскажи вообще про поездку в Милан, про вообще Пурхом, как там было, и расскажи, насколько было труднее заниматься пиаром в связи с тем, что это была другая страна. Я могу сказать, что мы занимались в основном пиаром, поскольку, это прежде всего, это и международный проект, и российский, да, то есть наша задача была работать именно с российской аудиторией. Мы работали с западными СМИ, но, к сожалению, там не в таком объеме, да, вот как мы работали. То есть мы это делали совместно с компанией «Октагон», и за пиар на Европу отвечала компания «Октагон», то есть у них есть там отдел, да, люди, которые специально занимаются. Наша задача была пиарить турнир на российскую аудиторию. Обстановка, сразу скажу, там была вообще не рабочая. Наверное, потому что всю основную работу мы сделали в Москве, и, допустим, по сравнению, вот если сравнивать по объему работы в Москве и в Милане, но в Милане было меньше, наверное, раз в 5, если не больше, вот. То есть всю основную работу мы сделали, там моя задача была, организовать пресс-конференцию и, соответственно, вовремя отправлять информацию российским журналистам. Расскажи про, что будет дальше легенда, какие дальше планы, где, что? До конца года мы планируем провести, как было заявлено в самом начале Русланом Сулеймановым, еще 3 легенды. Вот. Опять же, к сожалению, никто пока не знает, какая дата следующей легенды и где она будет. И я могу сказать, что мне там каждый день приходят вопросы, все звонят и спрашивают, где будет следующая легенда? Я говорю, я честно не знаю. То есть об этом не знает даже Руслан. То есть я думаю, что наверняка у него есть варианты, да, но мне о них ничего не известно. Вот. И то есть как только станет известно, об этом узнают сразу же все. А вообще расскажи, насколько легенда востребована? Востребована кем? Аудиторией? И аудиторией, и вообще, может быть, другими странами, вот, как Италия заинтересовалась? Я могу сказать, что в Европе популярность легенды очень высокая. Когда Руслан приезжает на Глори, его узнают, с ним подходят там фотографироваться. То есть и интерес на самом деле огромный есть. Я это ощутила еще после первой легенды, когда после первой легенды мне начало приходить вот на почту каждый день, да, мне приходят запросы от бойцов, от артистов, которые хотят выступить в рамках шоу. То есть постоянно приходят какие-то предложения. Интерес огромный, потому что это, промоушен, да, который может составить серьезную конкуренцию ведущим промоушенам мира. Это бесспорно. Вот. И в Европе она очень востребована. То есть там, поскольку мы проводили это с компанией «Октагон», и в зале было порядка 14 тысяч человек, зал был забит, наверное, процентов на 90, если не больше. Вот. То есть интерес большой. Мы недавно посетили UFC, бой Джона Джонса, и вот я могу сказать, что в плане шоу «Легенда» — это просто какая-то другая галактика, потому что, то, как делать шоу «Легенда», не делает никто. И это можно сравнить разве что с Pride. Я, к сожалению, когда только пришла в эту сферу, да, работать, вот именно в этот год Pride прекратил свое существование, у меня не было возможности лично посетить это, посмотреть, но я слышала, что вот шоу в Pride было и то... Я уверена, что сейчас легенда делает лучше, просто потому что сейчас технологии более современные. Когда был показ, каждого бойца выводила девушка, которая была одета в стилистике той страны, откуда боец родом. И я знаю, что старались найти даже девушку из той страны. То есть, например, поляка выводила полячка, да, то есть она специально из Польши прилетела, то есть, чтобы было все аутентично, так это здорово. Вот, как зовут модели, я, к сожалению, не знаю, но я знаю, что это 2 рингел, которые они итальянские, то есть одна из них там то ли мисс Италия или что-то такое, а вторая вице-мисс. В общем, какие такие. Мне чем они понравились, то что они артистичные очень. То есть, например, на них смотришь, и она ловит твой взгляд, и она сразу начинает тебе улыбаться, она как-то позирует, то есть они эмоциональные. Вот это очень важно, да, когда она может помимо просто того, что с флагом постоять, она может еще какую-то там эмоцию донести, да, они профессионально, очень мне понравилось. Расскажи про встречу с Джонсом перед боем. Все бойцы, да, они там расслабляются по-разному. Кто-то там в шахматы играет, кто-то дома спит, кто-то с друзьями. Джон Джонс провел время отлично с семьей, позвал всех своих самых близких друзей, и он пригласил нас там в ресторан какой-то, и мы поехали. Там были самые его близкие друзья, там был Грег Джексон, там была его жена, там его родители. Я познакомилась с родителями Джона Джонса. Он очень похож на папу. У него там были братья, сестры, все. Мне очень понравилась такая атмосфера, была дружеская, то есть там были действительно все самые близкие. И мне, что меня очень порадовало, я не знаю, да, там у всех по-разному, но, как правило, по моим ощущениям, в России, когда приходишь на какую-то незнакомую вечеринку, где там люди друг друга не знают, то есть либо это свадьба, да, либо это какая-то встреча друзей, когда люди тебя видят в первый раз, очень многие, все как-то настороженно, то есть как-то очень даже, может быть, на негативе, да, на каком-то легком таком, там все они настолько добродушные, то есть ты приходишь, и они тебя уже заранее любят, они тебя уже там обнимают, мне очень понравилось, то есть ему подарили торт UFC, и он очень так мило смущался, когда ему там принесли этот торт, и он такой, будто не верит, это мне, да,
да ладно, ну как-то очень это здорово было. Мне понравилось. Он подарил футболки из его вот этой коллекции новые, вот. И мне очень понравилось, представляете, вот человек, да, у него там, не знаю, 150 смс-ок в минуту, ему там все пишут, он еще успевает в Инстаграме все это выкладывать, да, и самое главное, что сколько было гостей, он к каждому подошел и убедился, что у него футболка именно того размера, у которого вот размер, и он даже там спрашивал, может быть, там побольше, поменьше, но настолько вот он заботится о своих, мне здорово. Красавчик. Не видели его когда? Нет, потому что он же живет в Нью-Йорке, а это все было в Балтиморе, и это было не дома, это было в ресторане. То есть, тебе не мешает с собой Снежана? А ты Снежану брала? Нет, я не брала с собой Снежану, потому что путешествовать даже внутри России с собакой – это просто сказка. То есть ты заходишь, и всем кажется, что ты зашла с крокодилом, ее срочно просят упаковать в какую-нибудь там упаковку, чтобы, не дай бог, она вот этими своими клыками огромнейшими никого не покусала. То есть я решила, что в Америку у меня нервов нет столько, чтобы в Америку брать собаку. Как раз про UFC расскажи, про вот недавнюю вашу поездку, вы ездили на Джонса поддерживать. Расскажи вообще, какие плюсы и минусы турнира, вот поподробнее, да? Ну, плюсы для меня, конечно, это однозначно было, то есть вот мы там приезжаем в отель, и первый человек, которого мы встречаем, это Дана Уайт. Для меня это человек, то есть, ну, я как тоже фанат, поклонник боев, это человек, который, то есть, ну, просто когда я на него смотрела там по интернету, постоянно вот все вот эти его интервью читаем, то есть, ну, для меня это было, конечно, приятно. Вот, плюс, естественно, хотелось посмотреть своими глазами именно на то, что ты раньше видел только по интернету, да, и то есть для меня, как бы, ну, UFC, там это было что-то такое вот нечто нереальное, и тут мы сидим, да, то есть тут наш Джон Джонс пригласил к себе на вечеринку перед боем. Это, конечно, было здорово. Из минусов я могу сказать, что, наверное, все-таки вот отсутствие шоу, потому что когда ты приходишь на бои, я даже, честно, мне кажется, как-то нелепо выглядела в вечернем платье, потому что я привыкла как вот на легенду, да, там все красиво одеваются, очень там платья длинные в пол, вот, там такая аудитория была, в основном это были люди с пивом, они ели пиццу, они все ели, и там было мало девушек, ну, то есть такая аудитория, мне кажется, она вот похожа на нашу футбольную аудиторию, хотя, опять же, я там не эксперт в футбольной аудитории, но вот так вот чисто визуально это было вот так, и что еще из минусов? То, что не было, ничем не заполнялись паузы, и лично мне, например, было мало экранов. Вот, то есть там был большой зал, и мне, например, не хватало экранов, да, где можно было посмотреть. У тебя ВКонтакте в ленте увидел тему по поводу легенды покупает UFC. Я так и знала, что кто-то поверит, Никита. В общем, эта шутка родилась. Мы приехали, нас встретил друг Сэм Кардан, промоутер бойцов. И Сэм говорит, вы знаете, в последнее время мне несколько раз задавали вопрос, а правда ли, что легенда выкупает UFC? Он говорит, и обратите внимание, никто не спросил, правда ли, что UFC выкупает легенду. Мы по этому поводу посмеялись. Вот. Дальше, когда мы сидели в зале, там был такой постер, анонсирующий, я не знаю что, но там была такая фраза Legends are coming, то есть там типа в ожидании легенды. Окей, дальше мы сидим, начали смотреть Wi-Fi, и среди сетей Wi-Fi была, сеть называлась «Легенда». Вот, и Сэм начал шутить по этому поводу, что, наверное, уже Руслан уже давно выкупил UFC, но просто никому об этом не говорит. Вот. И, допустим, когда мы говорили, что Дана Уайт говорил нам, что номеров в отеле нет свободных, что все отели забиты, потому что в Балтиморе в этот день была какая-то выставка, и он говорит, нет, не говорит, извиняется. Вот, и поэтому такая шутка родилась. И когда мы уже закончились бои, уже после пресс-конференции, и мы проходили мимо такой комнаты, и там был штаб, получается, руководство UFC, и там Дана Уайт с бутербродом, и мы проходили мимо, и он так нас взглядом проводил такой, и Сэм смеялся, что Дане неудобно перед боссом кушать, поэтому он подождал, пока мы пройдем. Нет, на самом деле, конечно, это, естественно, это шутка, вот, никаких реальных оснований нет. Ну, надеемся, что в каждой шутке есть доля шутки. Ну, будем надеяться. Мне бы тоже этого хотелось очень. Расскажи вообще, в чем разница между пиаром в нашей стране и пиаром за границей? В плане, например, если смотреть со стороны бойцов, да, допустим, вот в чем разница, да, между Джоном Джонсом и другими нашими бойцами, вот, российскими. Вот почему Джон Джонс самый крутой? Потому что он понимает, что это работа. Вот ему говоришь, да, например, Джон, нужно дать 30 интервью сегодня, условно. Он говорит, окей. И он садится, и он это делает с удовольствием, да? Он это делает так, и когда к нему приходит 29-й журналист и задает ему один и тот же 29-й вопрос за сегодняшний вечер, который он уже слышал,
он с таким удовольствием на него отвечает, что журналист, он искренне верит в то, что это оригинальный вопрос, то, что он понимает, что это работа. И мы как-то с ним общались, когда вот еще на второй легенде, я ему сказала, что, говорю, мне нравится то, что вот когда ты заходишь в зал, вы знаете, он заходит, он улыбается каждому так, вот там просто там персонал, там, не знаю, тренеры, там, руководство клуба, он каждому улыбается одинаково, и у человека складывается впечатление, что он мечтал об этой встрече реально всю жизнь. И вот в этом, как бы, я считаю, что это тоже часть работы, и это профессионализм. И он это делает искренне. Знаете, как наш шоу-биз приходит в трениках, такие мятые такие все, там говорят, тут надо дать интервью. Ладно, пусть приезжают. Я даже от многих коллег слышала, даже от журналистов, очень многих слышала, знаете, такие отзывы, что вот приезжаешь, допустим, да, там, приезжаешь там в Кисловодск на базу к какому-нибудь спортсмену, и он такой выходит, и такое ощущение, что это надо им. То есть, ну, ему-то это не надо, да. Я могу сказать, что вот на неокрепшие умы некоторых бойцов пиар, он действует разрушительным образом просто. То есть у человека, у него взрывается мозг. Например, у меня был случай в моей работе, когда, знаете, есть такая газета, бесплатная реклама «Шанс», в Питере она есть, вот точно. Там объявления там типа «Продам ботинки 38 размер», там «Продам санки», ролики, вот. И среди них есть такая вкладка, информационный лист, и то есть там бывают статьи. Вот. И я когда с одним бойцом начинала работать, ну его туда, в принципе, не хотели брать. То есть мне говорили: слушайте, все, не звоните нам больше, он не интересен, вот. И ты проводишь эту работу, да, то есть это же все взаимосвязано. В общем, в итоге ты делаешь одну статью, вторую, третью, потом он появляется на обложке, потом он появляется где-то вот на телевидении, и все. И когда говоришь там, например, завтра приезжает там Первый канал, мне некогда. Пусть приедут завтра. Вот те, кто понимает, что Первому каналу все равно, кого показывать, и что он всегда найдет время, что поставить, ну, найдет кого поставить в эфир, да, вот те, как бы, они будут первыми. Вот из тех бойцов, кто действительно, да, понимает, я думаю, что вы их все знаете. Знаете, даже если, например, боец, он очень крутой, у него очень много достижений, да, но при этом он неизвестен массовой, он неизвестен российской публике, и о том, какой он замечательный боец, знает там 200 его друзей и 100 родственников, то есть про популярность вообще говорить вообще нельзя. Вот, и те, кто понимает, да, опять же, повторюсь, я много раз это говорила, что от медийного веса и от популярности бойца зависят его гонорары, то есть это ваше, там, ваше благосостояние, да, ваша успешность, в принципе, как бойца зависит именно от пиара и от вашей известности, и вот когда у некоторых это не соотносится в логическую цепочку, то есть они вот этой связи нету, вот, ну, без комментариев. Расскажи, вообще, планируется ли расширение клуба единоборств, может быть, в Питер, в другие города? Постоянно приходят, вот я знаю, что сейчас ведутся переговоры с Владивостоком, даже человек приезжал специально, то есть там уже обсуждали условия. На самом деле предложений очень много. И приходят постоянно предложения о франшизе, то есть постоянно приходят о покупке в других городах из Казахстана, вот Украина, то есть из других городов России. Вот, я знаю, что пока это все на уровне переговоров, но, конечно, желающих открыть, ну, клуб очень много. То есть вот именно даже как скопировать там чуть ли не интерьер полностью, то есть там вообще... Я чувствую вопрос с подвохом просто. Про подводные камни в пиаре. Но, как я уже говорила, пиар, он очень эффективен. То есть, например, да, если, допустим, реклама — это такое грубое воздействие, то есть там всем понятно, что нам продают, что до нас пытаются донести, с какой целью, да, а пиар, он действует как-то опосредованно, то есть это более мягкая степень воздействия, то есть больше доверия к пиару возникает. Вот. Как я уже сказала, это действительно опасность в том, что можно же, например, пиарить достойного человека, да, и реальное достижение, при этом никто никогда не проверяет. Ключевая вот идея пиара, она изложена в фильме «Плутовство» или «Хвост виляет собакой». Я всем рекомендую, очень интересный фильм, хороший. И то есть там речь о том, что для того, чтобы отвести внимание от политического конфликта, в СМИ запускают информацию, что якобы где-то идет конфликт вооруженный, где-то там на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке, точнее. И, то есть, и суть в том, что никто не поедет проверять, есть там где-то война или нет. Ты не поедешь, я не поеду, вообще никто не поедет. Вот. И донести можно все, что угодно. С пиаром та же самая история. У нас никто не будет проверять, да, например, то есть вот действительно ли там этот человек там в таком-то году там был чемпионом. Ну да, как бы в интернете есть информация, и все. И этим пользуются непорядочные спортсмены. У нас есть вот один культурист, я не буду называть его имя. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Не очень известный. Так вот, он никогда в жизни не был ни чемпионом России, ни чемпионом СССР. То есть это просто вот он придумал, да, легенду, сам в нее поверил и ее очень активно пропагандирует. И наши журналисты, они ее поддерживают. Вот. И все, человек, он чемпион мира, он приходит, его знают как чемпиона мира, хотя на самом деле таковым не является. А здесь, да, в мире единоборств то же самое есть. Я не могу сказать, что это много, и не могу сказать, что это прям массовое явление, но есть люди, спортсмены, которые позиционируют себя там как там чемпион. Это вот то же самое, что вот мы с
тобой, Никита, сидим. Я говорю: Никита, слушай, а давай создадим нашу версию боев. Давай, а как она будет называться-то? О, все круто. А давай вот давай его сделаем. Да, давай. Вот. И вот так это происходит все. И как бы хотелось бы, да, чтобы люди, они как-то более критично воспринимали информацию и как-то разбирались, да, кто реально чемпион, вот, а кто сам себе придумал титулы. Вот в этом опасность пиар, в том, что можно распиарить практически любого человека и так грамотно, что никто не догадается, что здесь обман. Наташа, мы тебе желаем успехов. Спасибо. Надеюсь, в следующей встрече мы будем говорить о том, почему легенда приехала в Россию. Ну, будем надеяться, что наша следующая встреча уже будет где-то на легенде, вне России, ну, где-то вот на побережье, да? Что-нибудь Будем такое, так, да, хорошо. А вторая история. Федя Емельяненко, у него две дочки родились как бы от второго брака, и обе дочки родились каждый раз, когда он летел на бой в Америку. То есть Федя садится в самолет, летит в Америку 12 часов, связи нету, прилетает, ему падает смс, привет, дочка. Это было 2 раза, он летел на свои бои как раз, и, короче, он меня называет и решала, говорит, ты все будешь решить. Исторический момент. Это что думает? Думает, кого? Кого? Будет маленькая зарплата. Какой Саша? Сушко. А, все, да, я поняла. Саша такой хороший вообще. Он такой, блин, он так расстроился, извините за выражение, из-за проигрыша. Он прям вообще приходит прям убитый. Я говорю: Саша, да ты что, все нормально, еще это, ну, из-за Пола Дейли. Блин, он так честно так за него болела. Он такой, вот знаете, бойцы вот интеллектуальные есть. Вот Вартанян, вот Саша туда же.